Здравствуйте. В общем-то, я решил упорядочить свои видео на канале и начать, как всегда, сначала. Как я уже говорил ранее, был создан отдельный плейлист для начинающих. Вот такой вот. Изучаем Kubernetes с нуля база. И это, я планирую, будет первое видео в этом плейлисте. Сейчас я планирую рассказать вам о кубере, что это такое, почему, зачем и для чего он нужен, а также из чего он состоит, основные компоненты Kubernetes. Если вы начинаете изучать какое-то приложение, ну вообще что-нибудь начинаете изучать, начните с документации к этому. У Kubernetes есть хорошая документация, в том числе русифицированная, то бишь на русском языке. Не все на русском языке, но базовые вещи присутствуют. И, собственно говоря, что такое Kubernetes? Ну вот, есть раздел документация, концепция, обзор, что такое Kubernetes, и здесь, в общем-то, про это написано. Значит, история нам не нужна, историю вы можете почитать, эры, тут, наверное, со времен динозавров все описано, как это все было сделано. Самое важное для вас понять, зачем вам Kubernetes и что он может делать. Kubernetes – это оркестратор над контейнерами. То есть вам потребуется Kubernetes тогда, когда у вас приложение состоит из многих контейнеров, или у вас много приложений в контейнерах, или у вас микросервисы в контейнерах. Видите, основное слово контейнер. Да? Соответственно, Kubernetes предназначен для управления контейнерами. Если ваше приложение монолит без контейнеров, то Kubernetes вам не нужен. Если у вас, не знаю, какой-то графический редактор, то Kubernetes вам не нужен. В данной документации рассказывается, что Kubernetes позволяет делать, что он предоставляет вам. Но, честно говоря, на данном этапе вам будет тяжело понять, а что же это такое и для чего оно надо. Поэтому попытаюсь рассказать вам своими словами более кратко. То есть задача Kubernetes запускать и останавливать контейнеры. Задача Kubernetes в случае, если ваше приложение вдруг закончит свою работу, перезапустить его. Задача Kubernetes, если какая-то нода кластера, то бишь какой-то сервер физически умрет, эти приложения, которые там были, перезапустить на других серверах. Опять же, если вдруг ваше приложение начнет потреблять много ресурсов, и вы это предусмотрели, когда конфигурировали Kubernetes, Kubernetes может делать горизонтальное масштабирование соответствующих приложений. То бишь, он может запустить 1, 2, 3, ну или какое-нибудь другое количество экземпляров вашего приложения. И соответствующим образом распределить сетевой трафик между этими приложениями. Управление Kubernetes происходит при помощи так называемых манифестов. То бишь вы в неких файлах, обычно это YAML файлы, но об этих файлах мы поговорим потом в отдельном видео, как управлять этим всем делом. При помощи вот этих файлов вы управляете кубером. В YAML файлах, в манифестах вы описываете свои пожелания о том, в каком состоянии должна находиться вот эта среда. То есть, какое количество контейнеров, какие там конфигурационные файлы, как они между собой взаимодействуют. В общем, вы описываете состояние системы и отдаете это Kubernetes. А дальше Kubernetes это состояние системы должен поддерживать. Ну и вкратце все. Конечно же, понятно, что в кубере там есть очень много фишек, дополнительных, интересных возможностей и так далее. Но в базе вы должны понимать, что если у вас много контейнеров, и вы хотите, чтобы они летали и не падали, вам нужен Kubernetes. Если у вас контейнеров нет, или у вас там 1, 2, 3 контейнера, то Kubernetes вам не нужен. Там достаточно использовать там Docker, Docker Swarm, что-нибудь такое легковесное, что не требует разворачивания кластера кубера. Теперь поговорим о компонентах Kubernetes. Здесь тоже в документации есть отдельный раздел «Компоненты Kubernetes», но мне, честно говоря, не очень нравится, как это здесь описано. Поэтому я сейчас для вас немножко порисую самостоятельно, а что же у нас, где и почему. Значит, компоненты Kubernetes, как они называются, для чего они служат и как они между собой взаимодействуют. Основным компонентом Kubernetes является Kubernetes API. Я его обозначу вот таким символом и напишу K8S API. Значит, что это у нас такое? Это API-сервер. Для того, чтобы вы понимали, что такое API-сервер, давайте вспомните, что такое REST. REST API.
То есть это некое приложение, которое дает вам доступ к протоколу HTTP, HTTPS, да, если вы SSL используете. И дальше при помощи запросов стандартных GET, там, POST и так далее, вы можете общаться с этим приложением. Вот, собственно говоря, Kubernetes API приложение — это как раз то приложение, которое работает по протоколу REST. Для того, чтобы работать с данным, с Kubernetes, ну, это может быть пользователь, это может быть какое-то другое приложение. Соответственно, вот эти приложения, вот эти пользователи, которые работают с Кубером, они всегда обращаются к Kubernetes, вот этому API. И при помощи своих каких-то команд, ну, собственно говоря, управляют Kubernetes как таковым. Значит, вот те манифесты, которые пользователь подготовит, он обычно кидает вот сюда при помощи какого-либо приложения, вот в этот самый Kubernetes API. То бишь, это некая такая входная точка для управления вашим кубером. Kubernetes API — это обычное приложение и ничего в себе не хранит. Соответственно, должна быть некая база данных, где будут храниться соответствующие настройки, соответствующие пожелания ваши. Да? Соответственно, все настройки хранятся в некой базе данных. По умолчанию используется база данных etcd, представляющая базу данных типа ключ значения, то есть очень простейшая база данных ключ значения, очень устойчивая, отказоустойчивая, хорошо кластеризируемая, то бишь etcd — это не одно приложение, а это обычно некий кластер. Да, давайте нарисуем вот таким вот образом. Это некий кластер базы данных, где хранятся непосредственно уже данные нашего кластера Kubernetes. Будем пытаться сделать по фэншую красиво. И, собственно, когда вы обращаетесь к Kubernetes API и помещаете туда свои пожелания, манифесты, или хотите получить состояние кластера, или еще какие-то данные про кластер, на самом деле Kubernetes API это все сохраняет, либо берет данные из вот этой базы данных etcd. Повторюсь, etcd очень быстрая, хорошо оптимизированная и хорошо кластеризируемая база данных. Забегая немножко вперед, ну как немножко, далеко вперед, если вам нужно сделать бэкап кластера, вам достаточно делать бэкап etcd. Все остальное можно накатить потом поверх этого etcd, и все у вас будет прекрасно работать. Следующий компонент, который мы с вами рассмотрим, называется контроллер. Значит, предположим, что вы помещаете некий манифест в кластер кубера. То бишь, вы как пользователь, вы как приложение при помощи Kubernetes API говорите, например, создай мне какое-то приложение. Ну, допустим, создай мне некий под. Соответственно, у нас в системе должен быть какой-то компонент, который реагирует на появление соответствующих манифестов. Ну и такой компонент, он называется контроллер. В общем, на самом деле он объединяет в себе много разных контроллеров, но мы сейчас не будем углубляться там в дебри. Мы просто говорим, что вот стандартный контроллер Kubernetes API. И этот контроллер, он следит за появлением в системе манифестов, определяющих ваши поды. Причем он следит, не обращаясь к базе данных, он про эту базу данных ничего не знает. Он обращается непосредственно к Kubernetes API. Давай стрелочка вот так вот. То есть, используя вот этот Kubernetes API, он смотрит, а появился ли у нас в системе какой-нибудь манифест с приложением. Есть такая функция, называется Watch. Соответственно, он наблюдает с определенной периодичностью, обращается к Kubernetes API и наблюдает, появился ли там манифест. То есть, задача контроллера добавить в Kubernetes API в соответствующую базу данных требования на создание приложения. То есть, обратите, пожалуйста, внимание, в манифесте вы как бы выдаете свое пожелание, на этот манифест контроллер реагирует и потом создает уже требования на создание пода в Kubernetes API. Но на данном этапе само приложение еще не запускается. Есть следующий компонент, который называется scheduler, шедулер, в общем, планировщик, если говорить по-русски. Здесь иконка подписана, scheduler. Соответственно, что делает данный компонент? Он точно так же
обращается в Kubernetes API. И он смотрит, появился ли в Kubernetes API запрос на создание пода. То есть вот этот контроллер его как бы сформировал этот запрос, мол, создай мне под с такими-то параметрами, бла-бла-бла-бла-бла. И описывает параметры этого пода. А шедулер, то есть планировщик, он уже следит за появлением запросов на создание пода. И в зависимости от того, какие требования у пода, какие ресурсы есть в кластере Kubernetes, какие там доступны сейчас ресурсы, возможны ли они и так далее, он в этой декларации этого пода помещает информацию, а на какой конкретно кластер данное приложение, данный под разместить. То есть, давайте еще раз пройдем по цепочке. Пользователь говорит, мне нужен под. Контроллер говорит, окей, нам нужно создать под, добавляет какие-то свои параметры, связанные с подами, там системные всякие вещи, появляются дополнительные функции в этом манифесте пода у нас в базе данных. Затем шедулер смотрит, что у меня тут есть поды, которые еще не размещены на кластера. Это тоже отдельная информация в манифесте пода. Потом, когда мы будем с вами рассматривать Kubernetes API, это отдельная история, мы там это все увидим. Шедулер увидит, что да, у нас есть под, который вот как бы обработан контроллером, там все параметры есть, но в нем нет информации, где он размещен, где он должен быть размещен. И, соответственно, планировщик добавляет информацию о том, где конкретно, на каком сервере нашего кластера Kubernetes данный под будет размещаться. Но, как видите, пода до сих пор еще нигде нет. Это только все манифесты внутри Kubernetes API. Следующий компонент, который есть в кластере Kubernetes, он называется Kubelet. Это то приложение, которое непосредственно будет запускать наши поды, наши приложения, которые у нас есть в Kubernetes API. Он аналогичным образом обращается к Kubernetes API, как и все остальные. И он следит за подами, за манифестами подов, где уже есть информация от планировщика, где конкретно разместить непосредственно наше приложение, на каком сервере. Особенность Kubelet заключается в том, что он запускается непосредственно на каком-то сервере. Чуть позже мы это с вами разрисуем. Ну, давайте сделаем вот так. То есть, предположим, что у нас есть некие сервера. Это у нас будут ноды кластера Kubernetes. Ноды кластера Kubernetes, физические ноды кластера Kubernetes, именно сервера. И вот на этих серверах запускается экземпляр непосредственно Kubelet. Значит, он точно так же, как и планировщик, как и контроллер, при помощи функции watch смотрит информацию, которая есть в Kubernetes API, обнаруживает поды, причем он следит в подах, вот в этой манифесте пода, он смотрит, что данный под планировщиком предназначен для вот этой ноды кластера. И срабатывает тот Kubelet, они все следят, да, за API наблюдают, срабатывает тот Kubelet, который работает непосредственно на той ноде, которая, в общем-то, указана в манифесте, текущем манифесте нашего пода, да, нашего приложения. Что делает Kubelet? Kubelet обращается к системе контейнеризации, ну, допустим, для простоты это контейнер D, условно говоря. То есть, после того, как он получил информацию, что этот под должен быть запущен, он обращается к системе контейнеризации, он смотрит, а запущен ли такой под у него в системе. Если такого пода в системе, то есть это приложение здесь не запущено, он дает команду создать непосредственно контейнер. И система контейнеризации уже вот здесь, давайте чуть поменьше. Система контейнеризации уже дальше создает непосредственно, запускает непосредственно вот эти контейнеры.
Ну, как-то вот так. Будем считать, что как-то вот так. То есть вырисовывается вот такая забавная схемка, по которой мы еще раз на всякий пожарный пройдем, для того, чтобы у вас это все отложилось. То есть некто, то есть пользователь или приложение, в общем, кто угодно, кто имеет соответствующие права, формирует требования к нашему кластеру Kubernetes, говорит, запусти мне какое-то приложение. Для того, чтобы нашему кластеру Kubernetes это приложение было создано, формируется некий манифест. Это обычно YAML-файлик, в котором описываются ваши пожелания. Ну, предположим, самое простейшее пожелание – создай мне под. Под – это, скажем так, базовый такой элемент приложения в кластере Kubernetes. Значит, когда он это делает, он это помещает при помощи Kubernetes API, то есть обращается к Kubernetes API. Kubernetes API соответствующую информацию сохраняет у себя в базе данных. С определенной периодичностью контроллер опрашивает Kubernetes API по поводу, а есть ли у меня здесь какие-то поды. Ну, там есть некие условия, конечно, по которым это рассматривает. Ну, допустим, вновь распределенные поды от пользователей. Если такой под появляется в системе, контроллер добавляет информацию, связанную, там, не суть важно, сейчас какие-то параметры свои добавляет в этот под, и как бы обратно помещает в его etcd. То бишь в etcd, то бишь в базе данных Kubernetes мы уже имеем расширенную информацию о поде, где говорится, мол, этот под нужно создать, условно говоря. Планировщик Kubernetes тоже с определенной периодичностью смотрит в базу данных Kubernetes API. Тоже по определенным параметрам он ищет вновь созданные поды, вернее, запросы на вновь создаваемые поды, на распределение их по кластеру Kubernetes. И в соответствии от текущего состояния кластера, он эту информацию тоже получает отсюда, но сейчас пока не важно, как она там появилась, но она там появилась. Вот, по текущее состояние от кластера он делает выводы, на какую из нод кластера он должен поместить соответствующее приложение. И он в манифесте пода, который хранится вот здесь, добавляет информацию, связанную с тем, а куда данный под поместить. На каждой ноде кластера у нас запущено приложение под названием Kubelet. Каждый кубелет тоже с определенной периодичностью смотрит в Kubernetes API за дополнительная всякая разная информация, которая нужна для работы. В том числе он контролирует информацию о подах. И если он видит, например, что нужно на данной ноде кластера этот под создать, а как он это видит? Он просто смотрит манифест пода, видит, что там есть планировщиком назначенный под на мою конкретную ноду кластера. И он берет этот манифест и запускает контейнер на этой ноде. Запускают очень просто. У вас в системе есть система контейнеризации на каждой ноде. Какая-нибудь. Это может быть контейнер D, это может быть CRI-O, это могут быть другие разные, которые у вас там есть. Система контейнеризации, которую вы используете. И он дает ей команду. Запусти такой-то контейнер с такими-то параметрами. Какой контейнер, какие параметры он берет вот здесь из этого манифеста, который мы первоначально сюда закинули. Ну и, соответственно, система контейнеризации запускает здесь соответствующие контейнеры. Но это не последний элемент Kubernetes. То есть то, что мы сейчас с вами увидели, это всего-навсего, грубо говоря, запуск контейнера. Но этого мало. Дело в том, что есть еще такой элемент, называется kubeproxy. И он, как и Kubelet, запускается. Давайте здесь немножко расширим эту ноду. Сделаем вот так. Подвинем немножко сюда, чтобы было место. И, соответственно, он тоже запускается на каждой ноде кластера Kubernetes. Значит, kubeproxy отвечает за сеть. Вернее, забегая немножко вперед, скажу, что у нас, когда мы говорим про сеть в кластере Kubernetes, она делится на две части. Есть сеть контейнеров и есть сеть сервисов. Грубо говоря, вы можете обратиться к контейнеру по сети напрямую, зная его IP-адрес. То есть первая часть сети Kubernetes – это выделение IP-адресов контейнеров. То есть это стандартные вот сети, как у нас есть. Мы каждому там
хосту, каждой виртуальной машине, ну и в том числе в нашем случае каждому контейнеру, мы с вами выделяем конкретный IP-адрес. Но кроме всего прочего, есть еще довольно интересная сущность в Kubernetes. Называется она сервис. Вот, обозначается условно так. Я ее отдельно нарисую. Отдельно нарисую поды. Вот, предположим, у вас есть два экземпляра одного и того же приложения. И вам нужно распределить трафик от кого-то, допустим, вот от этого пользователя. Условно говорю, трафик идет не так, сразу предупреждаю. Это я просто рисую, что вот пользователь захотел обратиться к вашему какому-то приложению. Да? И для того, чтобы распределить трафик между вот этими двумя экземплярами одного и того же приложения, мы с вами ставим сервис, который уже непосредственно занимается распределением трафика. В черне. Так вот, kProxy, Kubernetes Proxy, управляет сетями сервисов. То бишь, при помощи Kubernetes Proxy мы можем с вами рулить вот этими сервисами. Там отдельная история, будет целый цикл видео, посвященный сети в Кубере, то есть сети подов, будет много видео, посвященных сети сервисах, но вот на данный момент мы с вами запомним, что у нас есть на каждой ноде кластера приложение под названием Kubernetes Proxy, которое управляет вот этими сервисами. И на этом это все компоненты непосредственно Kubernetes, я имею в виду те компоненты, которые пишет команда, разрабатывающая Kubernetes. То есть, в общем-то, давайте посчитаем, что у нас есть. Kubernetes API – раз, контроллер базовый – 2, планировщик базовый – 3, кубилет – 4 и Kubernetes Proxy 5. Дело в том, что etcd я сюда сейчас не включаю, потому что etcd это отдельный проект, как база данных, и он не разрабатывается разработчиками Кубера, то есть компанией Google, да, и это отдельный проект. То бишь, на данный момент у нас с вами 5 элементов кластера Kubernetes, которые разрабатывает команда, разрабатывающая Kubernetes. Но на самом деле это не все. На самом деле это не все. Вот то, что я вам сейчас нарисовал, так называемый control plane, ну, давайте на будущее, есть такое понятие control plane, то бишь план управления кластером. Это control plane, который по умолчанию есть в любом кластере Kubernetes, а также есть дополнительные компоненты, давайте будем разбираться с ними. Я буду их обозначать вот такими значками, но буду их просто подписывать. Во-первых, у нас в системе должен быть DNS-сервер. Дело в том, что в Kubernetes обязательно есть DNS-сервер. Здесь есть преобразование имен. То есть мы ходим не только по IP-адресам, тут активно используются имена. А когда мы говорим про сеть и про имена, мы подразумеваем Domain Name System. То бишь есть некий DNS-сервер, встроенный в Кубере. И это отдельный проект, не кубернетовский. В принципе, вы можете использовать любой DNS-сервер, который поддерживает соглашение Кубера, который умеет работать, как вы думаете, с кем? С Kubernetes API. Следующий компонент, он тоже сторонний компонент. Это так называемый драйвер сети на базе Container Network Interface. То бишь, если у вас есть какой-то драйвер сети, он, ну скажем так, их много разных реализаций, разных драйверов сети для разных ситуаций, разных производителей и так далее. И если он поддерживает Container Network Interface, то, соответственно, он организует сеть в вашем кластере Кубера. Повторюсь, много разных приложений, одно из них мы с вами посмотрим. И их используют в зависимости от ситуации. Допустим, есть облачные, допустим, там озоновские, яндексовские и так далее. Есть бары метал всякие, там тот же самый Калика, тот же самый Фланел и так далее. Это разрабатывается приложение не Google, это тоже отдельные проекты, но они поддерживают контейнер Network Interface, то бишь они что умеют делать? Они умеют работать, тадам, с Kubernetes API. Вот, соответственно, сеть подов в кластере Kubernetes. Следующий компонент, который вот
этот компонент уже может быть не обязательный. То бишь, если мы говорим про DNS и драйвер сети подов, это обязательные компоненты. Допустим, пока вы не поставите драйвер сети подов в кластер Kubernetes, у вас кластер работать не будет. Ну, у вас сети не будет. Никакого взаимодействия, ничего не будет. Соответственно, обязательные. То бишь, вот то, что я до сих пор рисовал, это обязательно. То, что я сейчас буду писать дальше, это не обязательные компоненты. Вы можете и их ставить, можете и не ставить. Контейнер Storage Interface. Дело в том, что кластер Kubernetes позволяет приложениям сохранять свои данные в каких-то persistent хранилищах, то бишь постоянных хранилищах. И за то, какие постоянные хранилища можно использовать в вашем кластере Kubernetes, кроме некого базового набора, о котором у нас тоже будет отдельное видео посвященное, в том числе и отдельно для Persistent Volume у нас будет видео отдельно дальше. Так вот, для того, чтобы у вас заработало какое-то специфическое постоянное хранилище, у него должен быть драйвер, соответствующий в вашем кластере. Это контейнер Storage Interface, то бишь соответствующий вашему, соответствующий специализации контейнер Storage Interface. Вот это уже не обязательный параметр. То бишь вы можете пользоваться стандартными, которые у вас есть по умолчанию в кластере Kubernetes, волюмами. Это можно, но это обычно мало. И в зависимости от того, где вы устанавливаете кластер Kubernetes, в облаке, не в облаке, bare metal, какие-нибудь там всякие дополнительные фишки, какое-то специализированное хранилище и так далее, вы можете добавить в кластер контейнер Storage Interface драйвер. Их могут быть несколько разных, никаких проблем, у вас просто могут быть разные типы сториджей. Ну и теперь, забегая далеко вперед, вы можете ставить в систему различные дополнительные контроллеры. Давайте я его напишу. Additional controllers. Дополнительные контроллеры, которые позволяют реализовывать вам какие-то дополнительные сущности в кластере Kubernetes. Дело в том, что вот тот контроллер, который идет по умолчанию в кластере Kubernetes, вот он есть, как таковой есть, он поддерживает только определенный набор сущностей, скажем так, стандартные. Это те же самые поды, деплойменты, сервисы, эндпоинты, что там, не знаю, там роли биндинги. То бишь, есть некий набор базовых компонент, который вот есть в кластере Kuber. Но кластер Kuber это не статическая вещь, это вещь динамическая, и вы можете самостоятельно его функциональность расширять. Но для того, чтобы... Ох, что-то я неправильно это сделал. Давайте вот это вот все-таки, да. В общем, вы можете функциональность кластера Kubernetes расширять, добавляя специфические контроллеры, которые реализуют вот эти ваши расширения. Соответствующие контроллеры тоже должны работать, как вы понимаете, по стандартному. Так, вот сюда так засунуть. По соответствующему стандарту. Они должны понимать, что такое Kubernetes API и так далее. Ну и, соответственно, вы можете расширять, повторюсь, кластер Kubernetes при помощи additional controllers, дополнительных контроллеров, дополнительный функционал в кластере Kuber. Это тоже не обязательный, скажем так, компонент. Хотите ставите, расширяйте, хотите не ставите, но расширяйте. В качестве примера дополнительного контроллера можно рассмотреть, например, тот же самый CERT Manager. CERT Manager, то бишь приложение, которое будет у вас в кластере Kubernetes, выписывать SSL-сертификаты, следить за их сроком жизни и так далее, там автоматически их выписывать, перевыпускать, и удалять и так далее и тому подобное. Вот простой пример. Надеюсь, про компоненты кластера Kubernetes более-менее понятно. Но если не понятно, отмотайте назад и 1, 2, 3 раза посмотрите это видео сначала. Говорят, что это помогает для закрепления материала. А теперь мы поговорим с вами, как это физически устроено на серверах, как это все распределяется, потому что все какая-то некая логическая схема, а теперь физическое распределение. Давайте мы с вами добавим еще диаграмму. Соответственно, на этой диаграмме мы сейчас с вами сделаем некие кластеры Кубера. Не кластеры, а ноды кластера Кубера. Ну вот, допустим, у нас будет с вами 1, 2, 3,
4. Вот 5, допустим, серверов у нас есть в кластере Kubernetes. Значит, давайте смотреть, как, что, где, чего у нас здесь устроено. Как вы помните, так, где у меня здесь кубилет? Как вы помните, на каждой ноде кластера у нас запускается кубилет. Вот у нас 5 нод кластера, 5 кубилетов. Значит, кубилет — это обычное приложение Linux. Вот во всем control-плейне, который мы с вами на предыдущей диаграмме видели, вот именно приложение Linux, именно вот исполняемый файл в формате ELF, да, то есть в Linux, это кубилет. Кубилет запускается при помощи того же самого systemd, то бишь той системы инициализации, которая у вас используется в Linux. То есть вы можете сделать systemctl start кубилет, systemctl status кубилет, systemctl stop кубилет, то бишь это обычное Linux приложение. Это понятно. Значит, дальше, где тут у нас был прокси? Как вы помните, на каждой ноде кластера запускается Kubernetes Proxy. Kubernetes Proxy. Вот. Это уже контейнер. Kubernetes Proxy отвечает у нас с вами за сеть сервисов. Это у нас контейнер. Забегая немножко вперед, очень далеко вперед, Kubernetes Proxy отвечает за NAT преобразование. То бишь, если вы в Linux, то NAT — это наше все. В общем, очень много функционала с точки зрения сети в Кубере построено на базе вот этих NAT преобразований. Значит, опять же, хочу сделать некое замечание вперед, далеко вперед. Дело в том, что Kubernetes Proxy — это приложение по умолчанию, которое поставляется с Kubernetes. Есть некоторые виды контейнера Network Interfaces, вот той драйвер, да, помните, CNI, для работы которых Kubernetes Proxy не нужен. Это такая немножко продвинутая информация. Там есть свой собственный механизм NAT преобразования, то бишь свой собственный механизм поддержки сервисов. И Kubernetes Proxy в этом случае не ставят. То есть, если вы ставите, например, CNI типа Cilium, или вы ставите Calico с ePBF преобразованием. Но опять же, это материал сети, это в advanced, скажем так, курсе, не в базовом. Но в подавляющем большинстве случаев Kubernetes Proxy у вас будет присутствовать и будет выполнен в виде пода. Дальше начинается разбиение нод на так называемые control ноды и worker ноды. Значит, control нода кластера Kubernetes обычно содержит элементы control plane нашего кластера. Во-первых, там у нас находится база данных etcd, где хранятся данные. Соответственно, там, где у нас находится база данных etcd, рядом с ней обычно ставится K8s API. То есть ставится API сервер. Вот такая связочка, вспоминаем, да? Я здесь эту стрелочку нарисую на всякий пожарный явным образом, потому что обычно вот этот API сервер, который здесь находится, он обращается к локальному экземпляру etcd. Кроме всего прочего, здесь у нас размещается планировщик. Да, и здесь у нас размещается контроллер. Но вот тот контроллер не кастом контроллер, да, вот как вот мы здесь рисовали, что у нас могут дополнительные контроллеры. Дополнительный контроллер — это по сути простые приложения, к control plane нашему никакого отношения не имеющие, это расширение. Я говорю сейчас вот про стандартный контроллер у нас здесь есть. То есть здесь у нас есть API сервер, шедулер, контроллер. Вот эти все 5 элементов, видите, Kubernetes API находятся непосредственно вот здесь у нас на control ноде.
Значит, смотрите, Control нод должно быть несколько. Для того, чтобы у вас кластер хорошо работал, для того, чтобы у вас он был отказоустойчив, соответственно, рекомендуется делать несколько Control нод. На самом деле, количество Control нод в вашем кластере зависит от размера кластера. Это отдельный разговор, планирование ресурсов для кластера. Его планирование ресурсов мы рассмотрим в отдельном видео. На тот момент у вас должны быть некие знания, как это все работает, как это устроено, где, чего, зачем и почему. Поэтому сейчас о планировании ресурсов говорить рано. Но, забегая опять же немножко вперед, хочу сказать, что у вас должно быть несколько Control нод, если вы хотите сделать отказоустойчивость. Несколько – это нечетное количество Control нод. Поэтому, если у вас все будет хорошо, то у вас должно быть несколько Control нод. И, соответственно, схема будет выглядеть вот таким вот образом. То бишь, предположим, в вашем кластере 3 Control ноды и 2 Worker ноды. Соответственно, у вас будет несколько API серверов, несколько планировщиков, несколько контроллеров. Для чего это делается? Для того, чтобы, если вдруг какая-то нода кластера у вас выходит из строя, ну, по какой-то причине, то остальной control plane у вас продолжает работать. То бишь, отказоустойчивость. Соответственно, вот эти кластера, вот эти базы данных etcd, они друг с другом связаны. Они организуют кластер etcd. И здесь у нас, давайте мы еще сделаем вот так. Потому что это кластер, они общаются друг с другом. Это важно понимать, потому что etcd это у нас база, да, нашего кластера Кубера. Ну и, соответственно, этот etcd общается еще и вот с этим. Они друг с другом тоже общаются. То есть у нас появляется некий кластер. Давайте вот так вот сделаем, чтобы было более-менее красиво. Вот. И вот у нас с вами уже control ноды нашего кластера Кубера выглядят где-то вот так. Значит, соответственно, если вдруг какая-то control нода выходит из строя, а потом в строй вводится, то у нас там запускается кластер etcd, вернее, элемент кластера etcd, экземпляр кластера etcd, который потом взаимодействует с другим, со своим кластером etcd, дублирует свою информацию, и Kubernetes API начинает работать, в общем-то, с общей базой, которая у нас есть в кластере. Стандартная вещь. Соответственно, если говорить про etcd, можно сделать отдельный кластер etcd не в кубе, то бишь вы можете выделить отдельные ноды для etcd, но это излишне. Но опять же, все зависит от ситуации, от, скажем так, задач, которые перед вами стоят. Обычно долго не мучаются и делают вот просто etcd там же, где и Kubernetes API, для того, чтобы вот этот запрос от Kubernetes API к etcd происходил, ну, в пределах одного хоста, а это гораздо быстрее, чем если у вас запрос идет по сети. Вы это должны понимать. Так вот, вернемся к нашим баранам. Как я уже говорил, обычное приложение это кубилет, все остальное это контейнеры. Ну, в нашем случае это будут поды в Kubernetes. Итак, мы сегодня посмотрели с вами, из каких компонентов состоит кластер Kubernetes. Какие компоненты обязательные, какие не обязательные, какие разрабатывает непосредственно компания Google, какие вы можете добавлять, расширять и брать сторонних разработчиков. Самое важное, как они между собой взаимодействуют. Я надеюсь, что из этой схемы вы поняли, что основная нагрузка сетевая и как таковая ложится на Kubernetes API и на etcd, и это должны вы будете учитывать в своей дальнейшей работе, так держать так немножко в голове эту мысль, что ого-го, какая сетевая нагрузка у нас на Kubernetes API идет. Соответственно, мы посмотрели, как они взаимодействуют между собой. Я надеюсь, вы обратили внимание, что все обращаются к Kubernetes API, а Kubernetes API обращается только к etcd. То есть на данной схеме мы с вами видим, кто является, скажем так, источником соединения и куда он пытается подключиться. То есть стрелочками это обозначено, я надеюсь, это у вас тоже в голове отложится.
Также мы с вами посмотрели, какие компоненты обязательны, какие не обязательны. Ну и в конце концов мы понимаем, как физически эти компоненты распределяются по физическим нодам кластера Kubernetes. Да, где, чего и как. Что у нас всего лишь одно реальное приложение Linux — это кубилет. Все остальное — это контейнеры, которые запускаются при помощи непосредственно Kubernetes, а именно при помощи кубилета. Уже почему при помощи кубилета? Потому что вот на этой схеме, видите, все контейнеры у нас запускает кто? Кубилет, используя систему контейнеризации на вашей ноде кластера. Это чтобы мимо вас эта информация не пролетела. Еще раз просто акцентирую внимание. То бишь все вот эти дополнительные контейнеры, они запускаются при помощи кубилета непосредственно на ноде кластера. Ну и, пожалуй, на этом на сегодня все. Я думаю, достаточно информации для переваривания, для осмысления. А уже подробности конкретных приложений, как это все работает и так далее, мы постепенно с вами рассмотрим в следующих видео. На сегодня все. До свидания. Еще увидимся.